Итак, ребят, всем привет! И сегодня мы наконец поговорим про следующий тип личности INTP. Уже очень много человек просили меня в комментариях рассказать про этот тип личности. Я знаю, что многие люди этого типа личности интересуются этим вопросом психотипов, потому что как раз-таки создатель всей этой теории о когнитивных функциях, о 16 типах личности, принадлежал к этому психотипу INTP. Это Карл Густав Юнг, но об этом мы поговорим сегодня подробнее и даже посмотрим кусочек его интервью, где он рассказывает о своем типе личности. Сохранившееся интервью, естественно, в черно-белом формате, поэтому смотрите это видео до конца, ставьте лайк и начнем со статистики. INTP относится к одному из самых редких типов личности, ближе к редкому, да, чем к распространенному. И по статистике это примерно 3-4% населения Земли. Ну и, как я уже рассказывала в предыдущем видео, большинство думающих типов личности с буковкой T относятся к мужскому мышлению, да, то есть мужчин INTP больше, чем женщин. Это 4-5% из всех INTP мужчины, а женщины там 1% где-то, да, иногда, опять же, 1,5, иногда 2 в разных корреляциях, то есть они реже встречаются, гораздо реже. И посмотрим назначение этих букв. I – это интроверт, N – интуит, T – думающий и P – воспринимающий информацию, то есть не планирующий, как мы уже это рассматривали. И примеры из жизни очень много можно привести, потому что это, можно сказать, достаточно знаменитый тип личности, потому что все почти ученые, которые совершили открытия, и все, что придумано почти в мире, большинство придумано именно этим типом личности. Это, например, Альберт Эйнштейн, Карл Юнг, тот же самый, да, создатель теории аналитической психологии. Можно перечислять очень много ученых, да, там Мария Кюри, все почти люди, которые там лауреаты Нобелевских премий именно в научной среде, да, я не говорю там сейчас про литературу, искусство и так далее, мы про них уже поговорили в предыдущих роликах. Алан Тьюринг, всем советую посмотреть фильм Imitation Game, игра в имитацию, который как раз-таки описывает очень подробно этот тип личности. Его в этом фильме также играет Бенедикт Камбербэтч, как он играет все типы личности, как Шерлока он играет. Так и Алан Тьюринга – это был ученый, который изобрел концепцию компьютера, да, первого компьютера. И как раз-таки INTP очень связаны с техникой, с технологиями. Это программисты. Плавно перетекаем к профессиям. Да, это и программисты, это физики. Это аналитики, дата-аналитики, астрономы, астрофизики, робототехники, инженеры, естественно. Это могут быть и адвокаты, но они также занимаются искусством, да, тоже. Это и художники могут быть, и музыкантов очень много среди них. То есть это очень тоже такие талантливые люди, которые во всем, в принципе, ко всему имеют нестандартный подход. Еще среди деятелей искусства, например, мы можем назвать, по-моему, Жанна Агузарова принадлежит как раз к психотипу INTP, и Евгений Панасенков тоже принадлежит к этому типу личности. Как вы поняли, это аналитики. Анализировать можно, то есть когда мы так думаем про аналитиков, там мы представляем обычно математиков, инженеров, но на самом деле не стоит так узко воспринимать, так же, как и предыдущие чувствительные психотипы, чувствующие, да, где было F, они могут заниматься в принципе любой профессией, да, и в ней проявлять свои особенности, да, свои качества. Так и здесь. Это аналитический подход, он может проявляться и в психологии, и в физике, да, и в астрономии, также и в музыке. Если вы, например, помните, Жанна Агузарова, она изучала как раз
музыку этническую, да, и пыталась там какие-то открытия сделать, так, какие-то провести параллели с народной музыкой российской, да, русской и афроамериканской. Ну, посмотрите тоже ее интервью, она про это рассказывала. Про труд Евгения Панасенкова, я думаю, слышали все. Действительно, они работают обычно над такой уникальной, прорывной какой-то темой, которой никто до этого не занимался, и вот они реально первооткрыватели в этом плане. Почему это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо? Вот всегда, когда я пытаюсь объяснить кому-то мышление этого типа личности, конечно, это может даже, с одной стороны, казаться трагичным, потому что представьте себе вот ситуацию в Средневековье, да, люди думали, что Земля плоская, были какие-то мифы о том, что она стоит там на слонах, на черепахах, там водичка снизу плавает или вокруг, да, и такая плоская Земля. А один человек, он наблюдал, изучал, там сделал себе какой-то телескоп и пришел к выводу, что Земля круглая. И эта информация для общества того времени, она была настолько, можно сказать, неприменимой, хотя это гениальное открытие. Сегодня мы вот как бы ракеты в космос запускаем благодаря тому, что мы как бы знаем, да, косвенно, ну и напрямую, и эта информация понадобилась человечеству через сколько столетий, да, в будущем. Поэтому зачастую трагедия таких людей, вот если вы будете смотреть еще про Алана Тьюринга, который изобретал компьютер в то время, когда шла война, Вторая мировая, да, война, на тот момент это было не актуально для большинства людей. Большинство людей не понимали, к чему это может привести. И действительно, тех людей, которые могут понять этот тип личности, очень мало. Поэтому они часто страдают от одиночества, непризнанности в свое время, да? Потому что поистине гениальные произведения и искусства, и науки, они могут быть оценены иногда слишком поздно для короткого периода жизни самого человека, да, только последующими поколениями. В то же время, да, эти все проблемы, они, скорее всего, приводят к тому, что это самый интровертный из интровертных типов личности, можно сказать так, да, потому что помимо всех тех проблем, которые я перечислила во взаимоотношениях с людьми, которые они испытывают, они еще очень не любят, когда их прерывают в их мыслительном процессе. Как вы поняли, для того, чтобы осуществлять такую аналитическую наблюдательную работу, нужно очень сильно концентрироваться. Они очень голодают без новой информации. Это реально люди, которые очень быстро все изучают, очень стремятся к новым знаниям. И если во время их вот этого инвестигейшена, изучения, кто-то врывается там к ним в комнату или отрывает их от мыслей, они очень могут взбеситься. Да, это они не любят, когда их прерывают во время интеллектуальной работы. Поэтому чаще всего они сидят в одиночестве, что-то изобретают, что-то изучают, что-то читают. И да, обычно, если их не прерывать, это приводит к каким-то открытиям, потому что такое мышление очень нестандартное, очень out of the box им присуще, и они докапываются до того, до чего другие не задумывались, да, до них обычно. Поэтому другим людям это может казаться высокомерным из-за того, что они действительно не владеют таким огромным количеством информации, да, которым обычно интересуются INTP. И, естественно, они будут чувствовать себя, может быть, глупенькими по сравнению с этими людьми. Поэтому в защиту INTP хочу сказать, что они делают это не специально. Это просто естественный процесс их мышления. Как я буду говорить про все типы личности, это мы все делаем не специально, да. Это просто по факту человек знает больше, чем среднестатистический человек. По факту считается, что у них один из самых высоких IQ из всех типов личности. Они в этом не виноваты. И во время общения с себе подобными, с такими же типами личности, например, с INTP, они не чувствуют этого. То есть друг по отношению к другу, они редко испытывают какое-то чувство неполноценности или то, что их кто-то унижает или относится к ним высокомерно, потому что для них это естественный прикольный обмен информацией такой. Потому что информацию INTP ценят больше всего. Да? Интересно то, что они еще не знают, чтобы
вот в свой этот механизм анализа всего вокруг добавить новую информацию. Да? Ну вот то, что я упомянула по поводу выражения, по поводу искусства, да, то, что как INTP могут заниматься искусством, они скорее будут рассматривать его не только с точки зрения чувств, как INFP, да, или ENFP, они могут вкладывать чувства неосознанно в свое искусство, но скорее будут фокусироваться на философии, каких-то идеях глобальных и вот такому абстрактному какому-то значению или символизму. Поэтому искусство у них другое, не такое, как у чувствующих типов личности. Оно очень авангардное, странноватое, да, и не сразу, не имея, например, такого объема информации, тоже можно не понять, а просто почувствовать тоже не всегда получается, потому что думающие художники, они не вкладывают так явно чувства, да, в свое искусство. Потому что, да, у INTP проблемы с восприятием и выражением чувств. Они чувствуют себя некомфортно во время того, как кто-то рядом с ними выражает очень яркие эмоции, или они вынуждены выражать какие-то эмоции. Скорее, они просто что-то сделают, да, тоже, как многие думающие типы личности, чем будут выражать яркие эмоции. Это для них некомфортная ситуация, поскольку, опять же, в социуме принято общаться обмениваться эмоциями также, может быть, даже чаще, нежели какой-то информации, тем более такой узкой направленности, да. Это тоже приводит к какому-то к социальной изоляции, да, к одиночеству, то, что эмоциями они не могут особо обмениваться, и та информация, которая им интересна, она находится на очень высоком уровне, чаще научном, ближе к научному, да, не популярное, то, что всем интересно, там, что там у какой-то звезды, да, кто там с кем встречается или у кого ребенок родился, да, то есть им это абсолютно вот это такие банальные житейские вещи, неинтересные, не близкие. Кстати, и банальными домашними заботами они тоже не любят заниматься в плане там уборки и физической активности и так далее. И вообще не любят проводить много времени вне дома. Как правило, вот они сидят за компьютером или в своей библиотеке, или со своими книжками, ну или не в своей библиотеке, или где-то в коворкинге. То есть обычные развлечения простых смертных, скорее всего, им не свойственны. Да? У них будет свое какое-то либо сообщество, либо кружок по интересам, да, связанное с их хобби. Это может быть либо какие-то накопления, говорю, коллекционирование, или там их в лабораториях каких-то, где они там занимаются вместе. Это могут быть и генетики, да, и биологи. То есть все вот это связанное с наукой, то есть по интересам, да, только развлечения у них, чтобы пойти там на какое-то шумное мероприятие в компании или в какие-то увеселительные организации. Ну, то есть если друзья только затащат, ну, это все, конечно, индивидуально, по большей части, но в основном им это не будет комфортно, и им это не весело. Весело им, когда они узнают новую информацию, там в интернете, читают что-то, изучают. Вот это для них веселье обычно. Ну что, посмотрим интервью. Коротенький отрывок. Он всего, по-моему, минуту длится или даже меньше минуты. Я оставлю ссылку, где можно будет полную версию посмотреть интервью Юнга. Ну, давайте посмотрим этот кусочек, где интервьюер спрашивает его про его тип личности. Have you concluded what psychological type you are yourself? Вот, он спрашивает его, have you concluded what psychological type you are yourself? Вы пришли к выводу, какого психологического типа вы сами, да? You are yourself. Naturally, I have devoted a great deal of attention to that painful question, you know. Naturally, I have devoted a great deal of attention to that painful question, you know. Еще хочу сказать, что, как вы, наверное, слышали, и Альберт Эйнштейн, и вот Юнг, они очень как бы с юмором иногда выражаются, очень тонкий интеллектуальный юмор. Потому что он сейчас сказал, да, естественно, я посвятила этому болезненному вопросу,
очень много внимания, great deal of attention to that painful question. То есть он еще иронизирует по поводу того, что он какой-то ненормальный, что у него тяжелый тип личности. То есть так с иронией относится к этому больному вопросу, да, всей жизни. And reached a conclusion. Well, you see, And reached a conclusion, спрашивает его опять интервьюер, и пришли к какому-то выводу. И Юнг начинает рассказывать, well, ну... You see, the type is nothing static. It changes in the course of life. You see, the type is nothing static. Он говорит, что тип личности — это не что-то статичное, да? Но здесь такое просто выражение nothing static. Ничего статичного в этом нет, да? It changes in the course of life. Да, он меняется по стечениям жизни. But I most certainly was characterized by thinking. I always thought, from early childhood on. And Но я определенно, most certainly, наиболее определенно был характеризован, да, думающим, да, thinking. I always thought from early childhood on. Он говорит, я всегда думал. То есть превалировало у него думание над чувствованием. From early childhood on. С раннего детства и так далее, да, on. Помните предлог продолжать что-то. And I had a great deal of intuition too. And I had a definite difficulty with feeling. And I had a great deal of intuition too. И у меня было огромное количество интуиции тоже. Да, интуиция идет на втором месте у этого типа личности. Да, на первом думающая логика, на втором интуиция. And I had definite difficulty with feeling. Да, он признается, что у меня всегда была стопроцентная сложность с чувствованием. Да. Чувствование находится на четвертом месте по когнитивным функциям этого типа личности, меньше всего развито. And my relation to reality was not particularly brilliant. I was often at variance with the reality of things. И мое отношение с реальностью не было всегда идеальным, brilliant, да? Этому типу личности также характерно выпадать из реальности, когда они занимаются наукой и своими вот этими творческими делами, они перестают замечать реальность. Да? Они могут забыть покушать, там, забыть помыться, забыть убраться. Сильная концентрация именно на научной интеллектуальной деятельности. Now that gives you all the necessary data for the diagnosis. Да, и вот эта информация, то есть напрямую он не называет, но говорит, что данная информация вам даст все, что нужно, чтобы диагностировать, да, диагностировать меня как INTP. На самом деле до сих пор в интернете все путаются, какого типа личности, но на самом деле он сам рассказал об этом, да, я специально хотела привести этот фрагмент, чтобы никто не сомневался в этом. Ну, еще пару слов, которые хотелось бы добавить. Они очень не любят ложь, да, и сами стараются не лгать, потому что для них это бесполезное такое занятие. Ложь, она как бы просто, как сказать, деформирует информацию, которая может оказаться ценной, поэтому это очень такая вредная тема, поэтому INTP один из самых логичных, скорее всего, самый логичный тип личности. Они очень могут выследить быстро, если кто-то врет. Несмотря на это, их считают наивным типом личности зачастую многие люди, потому что они всю информацию изначально принимают за правду. Потому что им сложно представить, я рассказывала, что каждый со своей колокольни воспринимает, да, но им сложно представить, что кто-то будет врать, потому что зачем? Зачем, если мы живем в мире, чтобы найти истину? И тот, кто врет, он просто замедляет процесс нахождения истины. Это мега неэффективно с точки зрения INTP и мега глупо. Да, на самом деле немножко села у меня батарея, пока я рассказывала. Ну так вот, о чем я говорила, о том, что из-за такого восприятия информации сплошного, да, сначала информация воспринимается, а потом уже задумывается, правда это или нет, подходит она, то есть проверяется на достоверность уже позже. Некоторые люди могут сразу как бы отвергнуть или сразу с недоверием или со скепсисом относиться к какому-то
какой-то информации, а здесь, наоборот, сначала эта информация принимается как бы за истину, и потом начинается расследование, да, насколько она... И поэтому это может казаться изначально немножко наивным. Но, тем не менее, да, они, когда узнают, что, оказывается, кто-то дает недостоверную информацию, их это очень сильно бесит. Они к такому человеку могут потерять доверие вообще навсегда. И это знаменитый случай, когда они полностью прекращают, например, общение с какими-то людьми. Это также свойственно и еще одному психотипу INFJ, про который я буду рассказывать тоже скоро. Кто-то спрашивал тоже про INFJ. Вот они часто прекращают ни с того ни с сего, непонятно с чего, общение с человеком. Но для того человека может быть непонятно, когда они узнают какие-то факты лжи или несоответствие того, что человек им говорил, что их вводили в заблуждение или считали наивными, считали возможным им соврать, тогда они прекращают просто полностью взаимодействие с людьми. И поэтому не любят очень, когда им врут. Соответственно, сами они врать не видят смысла людям. Они могут это сделать только в крайних случаях, когда там вопрос жизни и смерти, или и то постараются этого не делать, потому что они также не задумываются особо о чувствах других людей и скорее назовут факт, который считают правдой, и не обратят внимания на то, что это задевает чьи-то чувства, если это объективная истина. Она не должна никаким образом иметь отношение к чьим-то чувствам. Да? Если кто-то чувствует себя плохо, но истину это не меняет. Истине не жарко и не холодно от того, кто как себя чувствует по поводу того, что Земля круглая, например. Да, то есть это нерелевантно. И, как вы поняли, INTP присуще тип мышления точность. Из тех, которые я описывала в видео, аутентичность, эффективность, точность и гармония. Вот точность — это мышление INTP. Для них не важны чувства, а важна точная информация, естественно, без лжи, достоверная точная информация, которая приведет к истине и позволит совершить какое-то открытие. Естественно, лжи в таком мозге не существует, да. И, как вы помните, это знаменитое видео Панасенкова, если прислушаться к тому, что он говорит, что вот если спорить с человеком, который настолько точно исследует тему, то это невозможно, да, и действительно, точнее, INTP никто не изучает информацию, поэтому они доходят реально до истины, открывают какие-то законы физики, да, делают открытия, или находят какую-то информацию очень точную, до которой никто не мог докопаться. Ладно, я закругляюсь, потому что, ребят, очень много можно рассказывать на самом деле про психотипы. Я буду еще другие короткие видео снимать. Пишите в комментариях, ребята INTP, насколько это было похоже на правду, чего я еще не дорассказала, что бы вы хотели, чтобы я о чем рассказала в других видео. То есть пишите все ваши комментарии под этим видео, и увидимся в следующем ролике. Thank you.